Привет, с вами Алена. Сегодня в гостях у нас не просто клиентка, а девушка, которая пришла к нам на курс. Поздравьте, да, прошел первый курс, провела его Елена, естественно, но кто же еще. Так что пишем поздравления Лене, что она начала свою преподавательскую деятельность. И, конечно же, девушка, которая пришла учиться, тоже имеет проблемы, потому что, чаще всего так и бывает, да, то есть есть проблема, хочется ее решить, углубляешься, и хоп, и ты уже подолог. Ну ладно, сейчас наглядно давайте посмотрим, что же с ней не так. На самом деле с ней все так, просто у нее 41 размер ноги, и однажды молодой человек сделал ей замечание. В общем, она закомплексовала, и появилось какое-то, скорее всего, неосознанное желание спрятать эту проблему. И здесь классно, что носочки прозрачные, потому что очень хорошо видно, они не подходят по размеру. Их натягиваем и видим, что пальчики в кучку. Ну а у нас здесь межпальцевые и они же целующиеся мозоли. Вот такое милое романтичное название для не очень романтичного состояния. Потому что, как всегда, это неприятно, это две мозоли друг напротив друга по причине того, что ножки в обуви или в носочке становятся очень-очень тесно, там все это трется, ну и как следствие мозоль, потому что мозоль у нас появляется где? Правильно, там, где есть повышенное механическое воздействие. В нашем случае это между вторым и третьим пальчиком. Начинаем обработку первой мозольки. Для этого мы используем пинцеты. Здесь должны были быть пряморежущие, но Лена решила взять одни из моих кутикульных кусачек. Тоже вариант. Видимо, кожа была очень-очень мягкая. Видно, что она такая влажненькая, не сухая. В общем, обработка происходит вот таким вот нехитрым способом с помощью пинцета и кусачек. И мне частенько пишут, что вот мозоли надо высверливать. Мозоли можно высверливать, отрезать, делать с ними все, что хотите. Главное, чтобы их потом не было. У нас техника вот такая вот. Мы их срезаем. Нам это кажется менее атравматичным. Это явно быстрее, это проще. Не нужно там 100-500 этих твердосплавных фрез. Тут Лена малек перестаралась, но я же честный блогер, я не буду вырезать. Такое тоже бывает, никто от этого не умрет. В общем, переходим к обработке второй мозоли. Она находится прямо напротив первой, потому и зовется целующейся, потому что они просто друг на друга постоянно смотрят и соприкасаются. А дальше нам нужно будет разобраться с разгрузкой. Нам, естественно, нужно сделать так, чтобы эти части пальцев друг с другом больше не контактировали. Но при условии, что она не заменит обувь, не заменит чулочно-носочные, любой вид разгрузки ортезов или чего угодно здесь совершенно не поможет, потому что там и так тесно, и мы не можем вставить туда еще шестой палец, если у нас даже 5 не помещаются, что в принципе логично. Поэтому разгрузку мы сейчас обязательно изготовим, покажем другие варианты, которые не подошли, и начнем носить эту разгрузку только после того, как она решит вопрос с обувью. Вот такие два куска мы, собственно говоря, достали. Сейчас там Лена что-то ей на умном объясняет, как всегда. И, естественно, нам придется сделать перевязку, потому что мы прокосячились. И я не боюсь об этом говорить, ничего в этом такого страшного нет. Все, кто убирал стержневые мозоли или вот такие межпальцевые, наверное, это тоже делали. Напишите в комментариях, кто тоже косячит. Это нормально, мы все люди. Это, здесь нет такого какого-то прям вот криминала. Конечно, так делать не надо. Но иногда бывает. Но потом делаем скидку на то, что Лена первая ученица, и она просто нервничала. Вот. Тут они пытаются поставить разгрузку вот таким вот образом. Это специальные такие разделители, но мы чаще всего сталкиваемся с тем, что тяжеловато подобрать размер. Они, вот смотрите, палец покраснел. Это значит, что кровообращение нарушено, и такого точно не нужно. Поэтому берем любимый Флисси Веб и сейчас из него изготовим разгрузку. Немножко повырезаем. Заговариваюсь, прошу прощения. Короче, это отступление на оригами, немножко вырезания, и потом все будет хорошо. Это очень прикольный материал. Он похож на такую вспененную, вспененную резиновую губочку, наверное. В общем, в нем можно вырезать любые отверстия, и это классно, потому что мы сделаем так, чтобы он отодвигал везде пальчик, но там, где у нас есть мозоли, он давить не будет, потому что там останется пустота. И не забываем, изготовить разгрузку можно, но надо объяснить клиенту, что теперь ему нужна другая обувь, потому что если в старый он не помещался, он явно не поместится и в новый еще с одним пальцем. Я так говорю, что это еще один палец, потому что место действительно потребуется. Ну а пока Лена делает перевязку, сама накосячила, сама связала, молодец.
Но, знаете, самоирония нам тоже присуща, это абсолютная норма. Я вот не пытаюсь никогда выставить что-то там супер идеальным, там лучше, чем у остальных. Нет, все есть так, как оно есть, и косячат абсолютно все, и я точно так же косячу. Бывает, сижу, пилю клиента, такая думаю, фу, как стрёмно получилось. И снимаю, переделываю. Такое тоже со мной бывает. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, как у вас с косяками. Вообще признаете свои ошибки? Мне вот что интересно. Ну, а у нас тут видео, кстати, закончилось уже, поэтому говорю вам пока-пока.